Гань здорово! Не горли лахана. Здравствуйте! С вами Наталья Хороля, и вы смотрите программу «Северный колорит». Итак, сегодня в программе смотрите. Я из народа Ханты. Хандының девушка Ханты. Учим ханты язык легко и с хорошим настроением. Рубрика «Словарь 89» полюбился северянам. Копытка, что это? Как лечат оленей кочевники полярного Урала, узнаем сегодня. Нужно быть решительным. А по-другому как? Наш земляк Александр Хороля знает о дизайне интерьера все. Собственная студия дизайна Александра процветает и идет в ногу со временем. Александр Хороля – московский дизайнер, участник шоу по дизайну одного из федеральных каналов. На Ямале о нем говорят как о своем человеке. Александр с легкостью справится с арканом и оформит интерьер любого пространства. И в столе Таранда познакомилась с нашим земляком и узнала о новых тенденциях в дизайне. Все эти гнутые вещи появились в послевоенное время. То есть технологический процесс настолько взорвался, что можно было сделать гнутую мебель. Гнутую мебель из фанеры, из стали. Александр Хороля проводит экскурсию по своему офису, который больше похож на музей. Книги знаменитых архитекторов и художников разместились на бабушкином комоде, а этот китайский товарищ – представитель современного искусства. Условно, он в наушниках слушает пропаганду. То есть можно включить радио, он будет слушать. Родной поселок дизайнера Панаевск. В детстве на каникулах он отправлялся гостить в стойбище к бабушке и дедушке. Вспоминает свой лучший подарок на день рождения, который прислали из поселка. Когда ты открываешь эту посылку, а там свежие огурцы. Представьте, в тундре и свежие огурцы. В школьные годы Александру легко давалась математика. Он победитель окружной олимпиады. Не предполагал, что станет дизайнером, но перестановку в квартире делал именно он. Своего рода как игра в лего, когда ты собираешь, скажем, формируешь какие-то локальные зоны. И на самом деле даже родственники мои оценивали о том, что как интересно получилось. Дизайнер получил лучшее российское образование, обучался в Италии. Сейчас работает вместе со своей одногруппницей Оксаной Хрущевой. Уже 10 лет они на одной волне. У него вот этот некий есть, скажем так, математический просчет, то есть он не то, что придумывает какую-то концепцию, не шаблонного решения, да, он как-то умеет смотреть это в будущее. Здесь в каждой башне по 500 квартир. Мини-кухня, гардероб, прихожая. В апартаментах, которые оформляли Александр и Оксана, продуман каждый сантиметр. Сейчас для номеров выбирают текстиль. Покрывала, подушки, пледы, детали имеют значение. Поставщики принесли образцы материалов. Именно за счет того, что есть архитектурную пластику, мы пытаемся играть функционалом. Интереснее, потому что каждый раз можно как-то менять. Да. Давайте сразу двухстороннюю решим. Владелец апартаментов тщательно выбирал дизайнеров из сотни претендентов. Один из важных критериев – горящие глаза. Здесь я практически вообще не вникал, да, то есть я вникал только денежкой, да, то есть там, если, допустим, какое-то решение слишком дорогое, я, конечно, там просил его заменить на менее дорогое. В своей работе Александр Хороля не использует этнические мотивы. Заказов на такую тему пока нет. В его копилке оформление сетевых кафе, мини-гостиниц, государственных и частных офисов. В будущем планирует использовать в интерьере цифровые технологии. Скорее всего, сейчас будет тенденция общая, это проекционного дизайна, когда вы встаете с лучами солнца, и свет также, он подстраивается определенные биоритмы и ведет вас в интерьере. Смелость города берет. Эта фраза именно про него. Александра ничего не останавливало на пути, чтобы получить профессию своей мечты. Нужно быть решительным. А по-другому как? Он объездил полмира, но никогда бы не уехал жить в другую страну. Мечтает открыть школу дизайна на Ямале и говорит, что всегда нужно найти время, чтобы подумать. Евстолия Таранда, Александр Леонов, Андрей Жижин, Москва. Осень – прекрасная пора. А вы знаете, как звучит осень на ханты-языке? Нет? Тогда вам непременно нужно посмотреть рубрику «Словарь 89». Привет, меня зовут Вика. Я из рода Салингер.
Мародам Салиндер. Я из рода Салиндер. Мародам Салиндер. Я из народа Ханты. Хандының девушка Ханты. Хандының. Девушка Ханты. Мои родители кочуют в Ямальской тундре. Мглам клаңна ехлат. Родители кочуют. Мглам клаңна еңхлат. Родители кочуют. Я приехала из маленького поселка Панаевск. Вас поселок. Вас. Поселок. Я учусь в Ямальском многопрофильном колледже. Ма Онтандылам я учусь. Маонтандылам. Я учусь. Я очень люблю осень. Сус. Осень. Сус. Осень. Пойдем со мной собирать бруснику. Урдырех. Брусника. Урдырех. Брусника. Приду домой и сварю полезный морс. Не болейте, будьте здоровы. Тундага толады, будьте здоровы. Тумдага тулады. Будьте здоровы. С какими проблемами сталкиваются оленеводы полярного Урала, расскажет Анастасия Витязева. Стойбище 7-й бригады Салихардского оленеводческого предприятия находится далеко на Уральских горах. Вокруг невероятные северные пейзажи, девственная природа. Уже не первое поколение коми-оленеводов кочуют по этим тропам. В бригаде 5 пастухов со своими семьями. Каждую весну они уходят из ямальских лесов к озерам Естото на летнюю стоянку, преодолевая более 200 километров. Здесь их чума простоят до октября. Зимой в горах оставаться опасно из-за схода лавин. В оленеводстве нет места лени, не отложишь дела на потом. Если хозяйка не заготовит дров, не принесет воды, то об ужине можно забыть. А у пастухов одна забота – благополучие оленей. Каждый раз перед тем, как пригнать стадо на новое место отлова, осматривает его. Если олень наступит на стекло, может серьезно пострадать. Весь мусор закапывает в специально приготовленную яму. И часто тандыры миллионов? Да, бутони. Мы там во мысли сапетасбар. За не роспит. Муса за той выбор. Укшагат. Пучки пырымся. Готовился. Игнатий ушапит. Все. Спасибо всем за работу. Стадо находится в 5 километрах от чума. Летом в горах на оленей упряжке не принято ездить, не позволяет горная местность. Сейчас практически у каждой бригады есть квадроциклы, и в стадо мы отправились на них. Оленеводы не только должны уметь пасти стадо, знать местность, но и быть ветеринарами. В тяжелые времена пастухи каждый день ездят в стадо для лечения. За день они могут оказать помощь около 100 голов. В 7-й бригаде больше 4000 голов, и пастухи с легкостью могут найти там своего оленя. Одна из самых распространенных болезней у оленей – это нехробактериоз. Наиболее часто ею поражаются конечности животных, поэтому в народе его называют просто копытка. В очаге образуется воспаленно-гнойно-некротического характера. Если ничего не принять, то болезнь переходит на ротовую полость животного. На этой стадии язык оленя опухает, и он не может жевать пищу. В итоге животное погибает.
У Михаила Витязева нет специального медицинского образования, но он с легкостью ставит диагноз своему пациенту и приступает к лечению. Долго не проходит. Самое вредное, короче, из всех болячек. Зараза bunu, да? Угу. Летний период. Ну и карта без скорости избить сталось. Ходит воды. Побольше на воле. Чайку точно. Это очень опасное инфекционное заболевание, и лечить его надо как можно быстрее. Иначе может заразиться все стадо. Чтобы избежать заражения, пастухи каждый день гонят стадо на новое место. Микробактериоз может перейти и к человеку, так что не стоит брать ягоды с оленьих пастбищ. Вылечить всех больных оленей в таком большом стаде невозможно, просто не хватит времени и рук. Выбирая между теленком и взрослой особью, предпочтение в лечении дадут второму. У него в будущем больше шансов выжить. Некоторых раненых телят забирают из стада в качестве домашних оленей – авок. Так они спасают ему жизнь, а у ребятишек появляется новый друг. В тундре только от тебя зависит благополучие семьи. Так заканчивается очередной день 7-й бригады. А завтра их ждут новые заботы, но о них мы расскажем через неделю. Больше информации о коренных народах Ямала вы найдете на официальном паблике «Этноарктика ВКонтакте» и в других социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была ваша Наталья Хороля. Увидимся! Лакомбойнея! Yeah.